Топография – это наука, изучающая земную поверхность, ее форму и особенность, а также методы, средства ее отображения на картах. В армии знание о топографии имеет ключевое значение, так как помогает планированию операций, ориентирование на местности и в проведении навигации. Вот основные аспекты, которые следует охватить при обучении солдата топографии. Первое. Основные понятия. Топографическая карта – это графическое изображение местности, на которой отмечены горы, реки, дороги, населенные пункты, границы и другие объекты. Карты строятся в определенном масштабе. Перейдем к масштабу. Масштаб карты – это отношение расстояния на карте к соответствующим расстояниям на местности. Например, масштаб 1 к 50 тысячам. Означает, что 1 сантиметр на карте соответствует 500 метров на местности. Горизонтали – это линии на картах, соединяющие точки одинаковых высот. Они помогают понять рельеф местности. Второе. Чтение топографической карты. Символы и условные обозначения солдату нужны. Он должен уметь распознавать основные символы, обозначающие различные объекты, например, вода, лес, дороги и так далее. Определите высоту. Солдат должен научиться определять высоту на местность по горизонтальным точкам на карте. Понятие о азимуте – это угол между севером и направлением на объект, измеряемым по часовой стрелке. Третье – это ориентирование на местности. Способы ориентирования, они бывают. Использование компаса, ориентация по Солнцу и звездам, а также по природным ориентирам. Задачи ориентирования. Как осуществлять поиск нужных объектов на местности. Как рассчитывать маршрут и время передвижения. Четвертое – это применение топографии в боевых действиях. Планирование операций. Как учитывать рельеф и условия местности при планировании наступления, обороны и маневров. Приемы скрытого передвижения. Использование рельефа для сокращения передвижения войск или для его сокрытия. Выбор позиции для наблюдения и защиты. Изучение местности перед операцией. Солдат должен уметь анализировать местность, используя как карту, так и реальную обстановку. Также у нас пятое. Это практические занятия, упражнения на местности, практика в ориентировании, определение азимутов, использование карт и компаса в реальных условиях. Изучение местности через штабные учения, анализ и планирование операции с использованием карт и топографических данных. Шестое. Это использование технологий, глобальных навигационных спутниковых систем. Обучение использования GPS и других систем навигации. Ну и, естественно, у нас современное приложение для навигации и картография. Использование мобильных приложений для работы с картами и определения координат. В заключение хочу сказать, что эффективное обучение топографии требует как теоретических, так и практических знаний. Слаженных действий солдат на местности зависит от способности правильно пользоваться картами, ориентироваться и принимать решения, основанные на анализе рельефа окружающей среды. Регулярная практика и повторение навыков помогут солдатам стать уверенными и подготовленными к выполнению боевых задач. С вами был канал Apex Club. Не забывайте подписываться. У нас много обучающих видео в плейлисте. Работаем для вас.